Привет, я доволен этим проектом, как он подготовлен, как он сделан, собран, да. Единственное, вот в начале, когда вот все это дело запускается, касаемо сайта, да, все происходит на белом, и это сложно как бы читать. Для пользователя сложно прочитать вот это название, что добро пожаловать. Ну вот это один нюанс, да, который как бы я вижу, и можно его в принципе подредактировать. В целом, значит, по карте команда движется по порядку задач, получается. То, что уже проделали, значит, за 10 дней, проект уже сегодня 10-й день, это создание тестирования, развитие контракта БСК, это сформирование команды разработчиков и администраторов, это токеномика, проверка, это показание, получается, ликвидности, создание социальных инструментов и коммуникаций, это запустить сайт V1, да, значит, сайт, получается, V1, запустить, получается, монету и подать заявку на голосование монет. Сегодня мне, кстати, я не знаю почему, как так произошло, но сегодня как раз мне пришло письмо о том, что монетка, короче, упала уже в голосование. Вот оно письмо, я не знаю, как это произошло, что пришло это мне. Так, значит, я делаю перевод, и здесь как раз пишут, что монетка попала на голосование. Поздравляем с одобрением Coin Monero. Как, в принципе, говорил разработчик, то, что туда будем листиться. Миллиард в мешке теперь имеет право быть в тренде на домашней странице Coin Monero, если вы начнете голосовать. Получается, с этого видео тебе необходимо будет пройти в описание под этим видео, перейти в общий чат и частенько поглядывать за тем, что открывается голосование, часто наблюдать за закрепами, частенько, да. Закрепы очень важны, если его администраторы цепляют в закреп сверху, да, в Телеграме, значит, это обязательно нужно хотя бы изучить, прочитать и выполнить какие-то определенные действия. Если ты как бы не готов эти действия совершать, то просто монету передай другому. Кто-то вместо тебя полетит на Марс. Итак, помимо оценок CoinMonero, мы также предоставляем оценки трендовый сервис для 48 других сайтов, включая, получается, Backstall, CoinMarketCap, CoinGecko и многое другое. Так, предлагают, получается, закажите с нашего сайта, вы также можете написать нам сообщение в любое время. Вот такие, получается, новости. Но на этом еще не все. Я сейчас покажу, какие иксы я уже сделал на этой монете, и думаю, тебя вдохновит. Это мой путь, факт, который произошел. Сейчас, смотри, монетка, значит, это дневные свечи. Монетка торгуется уже 10-й день, вот на сегодняшний 10-й день свеча зародилась. Так, на сегодняшний день, да, 25 717 баксов. Пункт BNB составляет 11.48. В эквиваленте это составляет всего сейчас 4895 долларов. Вообще, изначально, да, вот историю чуть-чуть копнуть, понравился мне разработчик, понравилась его непосредственность, знание программных вот этих криптовалютных диалогов, которые просто взрывали мозги, вот так, пуф, как бы не понимал, что происходит. И на фоне этого, конечно же, и произошла эта ситуация, когда меня крепко просто разнесло. Так, ну ты, думаю, знаешь об этом. Кто не знает, тебе расскажет. Примите обновление информации BSK Scan. Это следующее обновление BSK Scan. Потом подача заявки, значит, с 2500 держателей. Вот таким образом мы можем, короче, продвигать и подключать с каждым разом все больше и больше людей для того, чтобы двигаться дальше. Капи в $1 000 000. Как, в принципе, говорит разработчик, так и я, в принципе, всегда искал и ищу монету, та, которая может улететь на $1 000 000. Сначала на MarketCap, а далее уже, соответственно, чтобы в твоем кошельке $1 000 000 этот тоже появился. Для этого необходимо будет трудиться, значит. Посты в Radium и агрессивный маркетинг. Это следующие 3 пункта. Также хотел добавить, что совершаются шилы. Про иксы, смотри, перед тем, как продолжу, да, мне хотелось бы открыть калькулятор, который, в принципе, я уже, в принципе, подсчитал. Сколько я вложил, да, и сколько, получается, удалось заработать. Так, я, значит, открываю иксы баг. И вот, смотри, давай сделаем это все на фоне баг. Вот так. В целом, знаешь, уже тут все работает. Вот для покупки буквально надо будет нажать PancakeSwap. И здесь сразу тебя перекидывают на PancakeSwap. Открывается сразу, смотри, сейчас подгрузится. Баг сразу открывается и сразу можно купить. Просто нажимаешь Connect и погнал. Баг я немножко сейчас перенесу на другое место. Вот сюда. Так, значит, пока баг тут листается, да, я тебе показываю результаты.
И также покажу тебе на MetaMask. Вот смотри, вот это вот результат. Он тут не полностью весь, да, тут есть и из другого проекта тоже результат. Короче, в разработчика поверил я, значит, на 24 бакса и 7 центов. Ну и, соответственно, не только своими деньгами поверил, а своей командой, да. Далее, значит, чувства они подвели, потому что с его слов, в принципе, несмотря на то, что он там говорил, что я зашел куда-то на последнюю котлету, меня это особо не поколебало, потому что у него есть вот этот стержень действительно лидера. Итак, значит, по монете, смотри, 24 доллара 70 центов я, значит, проинвестировал в бак, и на пятый день, я тебе хочу показать момент, так, смотри, вот продемонстрировать, потому что тут такая смута, конечно, вообще, какие мысли поганые только не лезли. Слушай, вот, каждый, короче, трейдер, он запоминает, конечно, откуда выходит. Вот я где-то вот в этом месте принял решение выйти. Ну а помимо этого, смотри, сколько людей здесь, ну, было, грубо говоря, уже сливали. Ну, я вижу, что тенденция меняется. Она перекрыла вот этот уровень, ушла вниз, в нисходящий тренд. Конечно, это была возможность очень хорошая, когда я зашел там, внизу. И вот здесь вот только принял решение, дал, значит, команде сигнал, чтобы выйти. Сейчас, так как команда, которая, была как бы китами, да, есть возможность продолжить дальше, поверить на ту часть монет, на которую, опять же, не жалко. Потому что я не могу на половине пути бросить, допустим, свою половину команды, разработчика и возможность. И вот эти выходы, вот эти сквизы, вот это вот все, это неотъемлемая часть любого как бы трейдинга и движения. Вот что ты должен понимать. И значит, на сегодняшний день, да, вот в течение 10 дней, да, я обосрался, да, мои подгузники наполнились фекалиями, потому что червь все-таки недоверие пробрался, да, в голову и дал о себе знать, вот. Но, смотри, хочу тебе донести, откуда я вышел, да, по новостям я тебе говорю, показываю. Откуда я, значит, вышел, и что происходило до этого. Почему очень было шумно, что я вышел? Почему? Потому что я сказал, все остальные не сказали, правильно? Правильно. Кто крайний? Я крайний, потому что я вышел вот здесь, в конце. Да, я очканул, что меня порежут. Во-первых, за себя испугался, а так как это распространяется наружу. Так, и возвращаемся, значит, к иксам. Вот там где-то я вошел, и здесь где-то я вышел, да. Выходить начал вот так, аж на сквизах, тут где-то меня тоже капец, ну крепко было там. И по факту 50 иксов и 79%, почти 51 икс. И получается сумма составляет в 1254 тысячи долларов 65 центов. Во-первых, хочу, да, поблагодарить все-таки разработчика, команду, всех получается поблагодарить. И также сказать тому, кто говорил, ты хоть сколько-то поднимал, там с маленького, да, депозита, с маленького объема, ты хотя бы, говорит, 1000 долларов поднимал, там с 20, там, с 10 типа долларов. Ну вот, 24 доллара, да. Это тоже, в принципе, близко к десятке. Близко к десятке является вот 1000 долларов 254 бакса 65 центов. Дальше, я думаю, только больше, но тоже нужно понимать, что всему свое время. И сейчас я принимаю решение не оставлять команду, не оставлять разработчика, все-таки довериться разработчику и тащить проект дальше. Разгрузка, она по-любому нужна. Не ты разгружаешься, другой кто-то разгружает. Смотри, сейчас, значит, скидка присутствует где-то в 65-66%, что является, в принципе, классной возможностью все-таки зайти, тащить всех, кто зашел вот здесь, на хаях. Ну и, соответственно, помогать разработчику, помогать администраторам, да, помогать шилить. Другого пути как бы я не вижу. Сраться и пытаться разобраться, что произошло, кто кого, что у кого. Это, конечно, может быть и весело. Но результата нам явно не принесет. Готов, значит, уже YouTube канал, уже есть Twitter. На Твиттере подписоты 4526 фолловеров. В отключке я был, ну, где-то дня 3-4, наверное. Перезагружался или больше, дней 5, наверное. Коробило меня за то, что я ответственность взял с одной стороны, с другой стороны. Тут еще и деньги уходят. И просто нужно было принять решение быстро, четко и безвозвратно. Сейчас вижу возможность только двигаться дальше. Насчет моей открытости ты можешь посмотреть сам.
на все. В каждом из нас, знаешь, пребывает дьявол и ангел. И иногда корысть, она преобладает над нами. И чтобы продолжать что-то строить, создавать, необходимо пребывать в позиции создателя. И также хотел добавить, что каждое мое решение, оно было верным. Вот что я хочу сказать. Также и ты, если когда-либо в себе начинаешь сомневаться, поверь, что на тот момент, на тот промежуток времени твое решение было верным. И тогда ты не будешь обижаться на других и сравнивать себя с другими. Потому что каждый проходит свой уникальный путь. И каждый выбирает создавать или разрушать. Поэтому все ссылочки под видео в описании. И смотри, каким образом, значит, перейдя на сайт, я зажимаю, значит, перед покупкой, смотри, токеномика, значит, как распределяется. Это rewards. Это получается награждение каждому холдеру. С каждой транзакции падает процент BUSD. Также, прежде чем мы токеномику рассмотрим, я тебе хочу показать, что вот 26 BUSD за 5 дней мне накапало 26 BUSD. 200 баксов, тот, кто знает, что это благодарность. Благодарность со стороны разработчика. Далее, значит, маркетинг 5%. С каждой транзакции, получается, взимается 10% на продажу и на покупку. 5% идет на маркетинг и 4% идет в пул ликвидности. 4%. Что значит пул ликвидности? Вот идет вот сюда. Вот в это место идет. Вот сюда пополняется пул ликвидности. Безвозвратно получается. Шик-шик-шик-шик. Также от разработчика я наконец понял одну мысль и хочу донести до тебя ее, что на втором этапе будет отказ, получается, от контракта. От монеты будет отказ, и эта монета будет принадлежать сообществу. Вот. Отказ от права собственности. Будет организация розыгрышей. Также на втором этапе будет АМА разработчиков, администраторов с сообществом. Маркетинг, партнерство. Также хочу заметить, запуск создания утилиты, листинг на SEX и других биржах. Также хочу заметить, что каждый вечер Dev это разработчик, и он как бы является основателем. У меня сейчас, значит, нет вот этого возможности зайти туда на канал. В общем, что я хотел сказать, что в чате проводятся аудио встречи. То есть, если у тебя возникают какие-то вопросы, какие-то недопонимания, ты можешь, в принципе, каждый вечер зайти и спросить у любого человека, как тут двигается, что нужно делать для того, чтобы быть в команде, нужно ли тебе шилить. Желательно нужно, для того, чтобы расширять эту монету своим собственным трудом. Вот так это я вижу, вот так это я понимаю. И также монетка, которая в BUSD начисляется, она приравнивается к доллару. То есть это непоколебимая монета, которую можно всегда обналичить. Чем больше получается за сутки там получается транзакций, тем больше награждений. Вот и все. Дальше уже как бы твоя мысль, да, твоя как бы идея. Нам сплотиться или разъединиться. Вот и все. Процесс, значит, покупки начнем. Значит, непосредственно, когда переходишь на сайт, я нажимаю, значит, кнопку PancakeSwap. Здесь сразу открывается баг. Подключается, значит, кошелечек. Все это дело обновляю. Так, значит, баланс сейчас. Что-то ничего не показывает пока. Да, все, я, значит, BNB вставляю, нажимаю. И смотри, значит, я покупаю на 0.1. На 0.1 BNB. Эквивалент это BNB к доллару. Чтоб ты понимал, да, какими суммами я рискую сейчас и продолжаю двигаться дальше с этим проектом, значит. Смотри, мое, в принципе, решение, да, двигаться дальше с этим проектом. Как уж там решит руководство, мы посмотрим, да. Смотри, значит, 0.1 это составляет 42 доллара 77 центов. Значит, смотри, я смотрю на график, сейчас должно чуть-чуть вырасти. Я буду, значит, приобретать на небольшое количество. И в целом это будет около 1 590 монет. Я все-таки за распределение, как там ни было дальше, да, я набираю проскальзывание 13, я думаю 13 пройдет проскальзывание. И нажимаю кнопочку обменять. Я действую с холодной головой, да, эта монета дала мне заработать. И, конечно же, хочется также дать заработать другим. Я нажимаю кнопочку подтвердить. Дать заработать другим, которые даже не могут сейчас продать, потому что у них, может, даже съело. И во всяком случае это риски. И, наверное, каждый, в принципе, лидер сталкивается с хейтом. Даже со стороны своей ближней команды. Я пытался договориться, я тому, кто начинает пускать хейт, я дал знать, что у меня были первоначальные мысли такие, что
хотелось сделать приятно всем в закрытом канале, но понял, что договориться не получится, и все. И решил просто выйти сам, дать сигнал, а там уж дальше сам решает, кто, что и как. Вот, значит, что-то я много кинул, аж полетело, блядь, высоко. А, нет, это не я. Ну, короче, после меня, да, тут кто-то на 1 BNB зашел, полетел вверх. Ну, круто, что. Я успел, да, я проскочил. Надо мной кто-то на BNB залетел. Нормально. Так, и важна на самом деле скорость, да, принятия решений. Будем топить, не будем. Там уж сам решай. Вот есть в моей команде, да, киты, которые примут решение, да, дальше быть в проекте. Я думаю, как бы, если есть киты, которые заработали и на какую-то часть снова войти, ты видишь, на какой процент я вошел от прибыли, на совсем небольшой, потому что я вижу так свою стратегию, то есть каждый выстраивает свою стратегию так, как он хочет, так, как он понимает, так, как он много-много раз, несколько раз обжигался об те или иные проекты. И вырабатывается определенная стратегия, по которой требуется двигаться. Так, спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч.